await you upon our island where... Curse you, Pandora! You will not chain me again. Привет, вас на канале Душевный Гейминг, с вами Сергей, и сегодня мы посмотрим одну новую игру под названием Talos Principle 2, то есть Принцип Талоса 2. Ага. Если честно, я вообще без понятия. Child, you are risen from the dust, and you walk in my garden. Hear now my voice, and know that I am your friend, and I am called Elohim. Лохим, это, по-моему, что-то по-израильски, да? Ага. Если честно, я... Как бы вот это вторая часть, я не могу даже вспомнить, что такое было в первой части. Я даже не... Ну, то есть я даже не уверен, что я в первую часть играл. Вот. Но вообще игра должна быть достаточно прикольная, мне кажется. Ладно, пойдемте. Посмотрим. Shift. Ага, понял. Красиво, это где-то я в Египте, да? Долине царей, вся хуйня там. Вроде как. Кстати, красиво. Это мне сейчас напоминает... так, а что-то я какой-то... ну да. Я же этот... Киборг. Господи, забыл слово. Сириус Сэм мне напоминает. Сейчас я выйду туда, а там это побежит на меня, блять, эти толпы нахуй конченых. Ладно, ну что, поехали. Как бы, может быть, конечно, многие задаются вопросом, а что это я ее запустил? Вот, но... Было указано, что, помимо прочего, это еще и должен быть хоррор. Не знаю, поэтому пока я не знаю, будем мы ее проходить до конца, не будем, посмотрю. Вот, но... Хитро, блять, ну ладно. Ну, будем ее или не будем проходить, я пока не знаю. А нахуй я это вот деактивирую, если я через это могу пройти? Не через любой я могу пройти, понял. Ну вот. На этом пока не знаю, посмотрим. Что это вообще себя... Я просто... Это прям совсем... Для меня это лично полностью первый запуск. Гексаодер. Ой, блядь, а чё у меня с ногами? Ладно. Ну вот. Для меня это полностью первый запуск, я поэтому даже не знаю вообще, что это из себя вообще представляет. Вот, но... Посмотрим. Пока красиво тогда, там по Египту прогуляться нам. Сейчас здесь у меня за окном ветрище, дожди. Уже все. А тут вот мы идем, гуляем по Египту. Ничего так, ничего. В принципе, за это мы и любим все эти игры. За это мы их и любим.
какой там. Просто какие-то флаги очень чистые, нет? Ну ладно. This land is but a dream. You will stay here only for a little while. Soon you will awaken in a new world. But first you must undertake the trials of initiation. They will help me prepare your vessel. Пардон, для чего мой сосуд надо готовить? Ок. Ага. Чё-то я не понял. Кубические шаги. Ну, круто, наверное. Ага. Что-то есть предположение, что это тупо головоломка. Well done, my child. Забыл, как эта игра называлась. Она старая уже достаточно, уже точно и больше 10 лет, мне кажется. Она была от создателей Сталкера. То есть, если, ну, правильно, как бы я помню, они ее сделали, просто проверяли новый движок. Вот. И, соответственно... Ага. Ну вот. И, соответственно, получается, чё? Ёпть, тут, блядь, это самое... Хуяся. Ага. Ну вот. И там тоже, короче говоря, были такие логические головы. Ну, просто тогда, в свое время, это просто целая мода была на... Ну, вообще, вот на все это дело после портала, ну, вы поняли. А вот... Все головоломки, они очень всем зашли, вот эти такие логические. Ну, как не логические, я имею в виду... как они, физически, вот, физически это скорее. Вот. И это реально целая мода, короче говоря, на них тогда в свое время была. Там очень много игр было, я уже сейчас рукой подать. Ну вот. То есть это целая история, я помню, была с этими играми. Так, но тем не менее... Он. Все-таки как бы... The shapes you are collecting are not mere toys. They are symbols of the process by which our people were created. То есть я из буквок сделаю народ. Ну, хорошо, наверное. Слушай, ну так пока красиво. Красиво, мне нравится. Использовать распределитель. Взять символ. Ну, я догадался. Хотя не точно. Ебать, тут все, и тетрисы, и все, блин. Ладно, ну прикольно, прикольно. Так, а здесь мы вот такие кубики будем брать, да? Ну, не знаю. Ну, в любом случае, пока есть у меня предположение, что, наверное, все-таки взять вентилятор. Ого.
Ага. Ой. Есть, конечно, предположение, что, наверное, все-таки до конца-то я проходить на канале не буду. Так посмотрим, я пока не знаю. Ага. Вот, потому что игра может быть, конечно, прикольно, но, сами понимаете, это больше для себя, так сказать, поиграть там, если просто хочется чем-то таким, просто мозг расслабить, потому что пока сейчас я вот этим занимаюсь. Вот. То есть, как бы, совершенно не напряжно, просто вот что-то ходишь, бродишь тут. Такие решаешь головоломочки. А вот. То есть пока это все, ну, как мы с вами играли, ну, кто там смотрел на моем канале Пенумбра последняя, ну, оригинальная, я имею в виду, которая. Ха! А вот это я не ожидал. А вот это я не ожидал. А что-то тут что-то нужно еще сделать, наверное, да? Блять. Извиняйте. Вот. Там, в принципе, тоже физические головоломки. Тоже, кстати, как показатель, это, в принципе, после вот этой вот вообще. You may linger in my garden for as long as you wish. But remember, my child, that the new world awaits you, and this place is only a dream. Не, братан, это я понял, что это все только сон, но... Я понял. Или не понял. Понял. Вот. То есть иногда в этих головоломках, ну, что-то такое есть. Так, надо чисто расслабить мозг. Так, здесь я был. Дальше что сюда? Все, понял. Ну, вентилятор меня сдувает. Ух, нихуя себе. Так, что это я сделал? Ага. Ой, блядь. Меня закидывает куда-то. Так. Все, да, сработало. И что, и все, блядь? Что-то думал посложнее будет, там что-то не столько понахуевертили всякого. Я думал, что-то посложнее. Ну, ладно, окей. Что это? Ага. Понял. Ладно, ок. Наверное. Так, ну здесь уже, наверное, да, посложнее получается. Ну-ка.
Я не очень понимаю, что я активировал. Пока не очень понимаю, как мне вот эту штуку как-то направить ее, может быть, или что. Понял. Ну, просто это уже специфика движка. Нормально. Нормально все. Сейчас все будет. Ага. Ну все, да. Понял. Понял. Ну как понял, на самом деле не так, чтобы сильно понял, я ничего куда-то... Ага. Так, а как мне, точнее, что мне надо деактивировать? Еще. Я... Ага. Так, вот здесь этот вентилятор. И что мне с ним делать? Мне кажется, я понял. Кажется, я понял, потому что, видите, он... Да нет, наверное, тоже не факт. Он все равно дует. Слабее, может быть, дует? Да не, нихера. Я просто, ну, я как бы не в плане, что я не понимаю, что... Ну, то есть, да, я не понимаю, что сделать, не в плане, что я туплю, а в плане, что я не вижу вообще ничего здесь. Не, я просто даже, ну... Каких-то выключателей, может быть, нужны или что? Вот это нахера штука? Что-то тяжело. Не, просто там что-то было так легко. Может быть, я что-то слишком легко все сделал, что здесь все сломал нахер, или, ну... Просто вы видите что-нибудь? Я что-то просто, наверное, не знаю. Что-то я, наверное, не понимаю.
Мне что-то нажать, наверное, я так понимаю, ну, нужно, но... Что? Может быть, здесь что-то? Хер его знает, блин. Нет, что-то я пока прям даже что-то я не очень понимаю. Что-то мне нужно. Ну ладно, я... Ладно, давайте выйдем, может быть, что-то я здесь, может быть, не сделал. Не, ну по логике это просто переходные, как бы, ну, пункты. Сейчас окажется, что, короче, там что-то забыли добавить, блядь. Пульт какой-нибудь, кнопку, блядь, когда эту игру делали. Ну, это, конечно, фиаско, блядь. Хуй его знает вообще, что-то я не вкуриваю. Здесь, может быть, что-нибудь? Нет, вообще не вижу. Абзац просто. Я просто пытаюсь понять, может здесь что-то мне захватить надо. Может мне его как-то снять надо, я хуй знает. Да не, он чуть не хочет через забор снимать. А на него я могу запрыгивать, нет? Нет, он на него не хочет. Да, он на него не хочет запрыгивать. Ага. Вообще не понимаю, бля. Ага. Я их сейчас просто хочу собрать все в одном месте, наверное. Сейчас, мне кажется, так, наверное, будет лучше. Так, один здесь, где еще был один. А я их все и не соберу. Так. То есть получается, как бы вот это у меня пустой. Ну, то есть он не пустой, я имею в виду, вот он свободный. И я его могу где-то, наверное, применить. Но, бляха, где? Вообще без понятия даже. Что здесь делать? Просто я, ну, хуй знает, реально, что-то может быть. Деактивировать. Хуй знает. Не, ну, может просто... Блять. Ну, просто механика игры, она специфическая, как бы надо понимать это. То есть к любой игре надо сначала привыкать. Особенно к головоломкам физическим, потому что, ну, так или иначе, везде все равно свой какой-то движок, везде свои какие-то принципы, которые, ну, как бы понятно иногда бывают только разработчикам. И как бы, ну, понятно. Ладно,
Пойдемте. Так, сейчас что получается? Мне нужно снова Тетрис, да, где-то там. Это, наверное, Тетрис, да? Ага. Требуется больше символов. Ага. 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 Угу. Да, не зря 90 мы прошли с Тетрисом. Out of a world of ruins they have built a new Jerusalem. And there your brothers and sisters await you to celebrate your birth. Какой-то, ну, новый шняга, да? Так, ну, мне кажется, я догадываюсь, что нужно сделать. Ага. Мне кажется, я догадываюсь. Что от меня хотят? Вон оно чё. Не так-то все просто, бля. Угу. Хорошо. Если я здесь поставлю, а эту шнягу я оттяну. Все, заработало нам. Заработало. Отлично. В принципе, нормально. Ничего сложного пока. Ну, просто понять и втянуться, как говорится. Ага. Ага. Так. Так. Что мне от меня хотят? Угу. Угу. Ну, нихуяшечки.
Потому что он не достает до туда. Так, хорошо. Ну да. Ну-ка, а если... Ага. О. Ну здесь хер, да? Но отсюда я могу и это взять. То есть получается, я делаю туда. Делаю туда. Делаю сюда. И делаю сюда. И все соединяю. Отлично, отлично, отлично. Все, что нужно, здесь получилось. Супер. Супер, 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 супер. Так. Нет, я просто пытаюсь, как вам сказать, понять. То есть, ну, если вас это как бы не прет, ну, перемотайте, просто посмотрите, чем серия закончится. Просто я как бы не могу так перемотать. Вот. И поэтому нужно понимать, что из себя все это представляет. То есть, ну, как бы... Ну, на самом деле здесь какой-то хоррор где-то будет, либо что, как бы, ну... Либо не будет никакого хоррора здесь. Блэд. Ладно. Ага. Значит, надо как-то мне преломить его, да? Как-то мне его, наверное, сюда нужно будет преломить сначала. Ну-ка. Так, так, так. Бля, ну. Так, ага. А, хули я его преломлю-то, и чё, мне ничего нет, не изменит. Ок. Я просто думал, тут проход чуть мне послышался, открылся. Ладно. Наверное, только послышалось. Ладненько. Здесь у нас что? Два цвета, две двери. Ага. Интересно. Это явно неспроста здесь эта штука. Да. Как вариант, может быть... Эту штуку вот здесь нужно поставить и... Просто я не очень понимаю смысл мне... Ну, то есть вот мы берем сюда и... ну правильно. Получается...
Сюда, сюда. Хуй. Получается, сюда, сюда и сюда. Чё, опять хуй? Блин. Так, сюда, сюда, сюда. О, норм. Норм. А это нам получается где-то вот так вот, наверное, лучше поставить. И получается, что сюда. Вот этот поворот. Ну-ка. Давай еще раз. Сюда. И сюда. Так. Ну ладно. Вроде прокатило. Прокатило. Хорошо. Выходим отсюда. Идем дальше. Что там, последняя дверь, походу, у нас осталась, да? Просто мне интересно, то есть я так понимаю, что это вот тупо, знаете, ну, короче... как это слово-то называется? Это тупо... Блин, слово забываю. Ну, вступление, то есть это еще не игра, я так понимаю. Хотя хер его знает. Я не очень понимаю, как мне это открыть. Все, понял. Ой, блядь. Вроде как я понял. Все вроде то же самое, но... с такими, знаете... Как бы... приключениями. Круто, да? Видите, как оно, бляха-муха. Все круто бывает. Так, что, идем в Тетрис играем, да? I have finished preparing your vessel. Now hear my advice. A new world awaits you, full of dangers and mysteries, signs and wonders. Things that I in my garden could never have imagined. In that world you will have to be careful and smart and curious. But above all else, you will have to be human. О, не, все, в пизду тогда. Не хочу я быть человеком. Я робот. В пизду тогда, я остаюсь здесь. Ну, правда, тоже вот здесь сад, как бы, да, окей, чё. Хули тут ловить, как бы. Сколько тут тусоваться-то можно. Так, вот та дверь вроде не открылась. Ух. Так. Так. Так.
да ладно. Так. Ну, а если я сейчас попробовать... Блять. Так. Не так все просто, бляха, оказалось-то, видите? Не так все просто. На хули мне это даст? Ничего мне это не даст. Нет, меня просто еще что смутило, что... Так, ладно, что-то самый первый раз вообще хорошо получилось, а второй раз хуйня. Ладно, давайте подумаем. Допустим, так. 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 Но как бы вот он сюда не подойдет никак. Так, а что еще может быть? Бля, вот эти вот не пришли пизде рукав, получается. Так, подождите. Если я сделаю вот так. Так. И опять хуйня получается. Какая-то хуета. Блин. Ну хер его знает. Что-то я подлагивать начинаю походу. Так, ладно, давайте вообще вот это не будем трогать. Попробуем этот сложить. Так. Блять, просто вот он такой кривой, его реально никуда потом не сунешь. Ну-ка. Еще раз. Ну, допустим, ладно. Не, нихуя не получится. Не получится. Ну-ка. Так, вот, ну вот опять какая-то хуйня получается, видите? Блять. Писец, блядь, и чего? И опять хуйня. Пипец, блядь. Ну ладно, справились. Ладно, пойдемте. Что-то такое. Step into the light, child, and awaken. Do not be afraid of these dream figures and their messages. They are merely aspects of yourself. As am I, after a fashion. Просто даже интересно стало, что это за QR-код. Сейчас я его попробую прочитать. Вот. Ну, кому интересно, тоже чё нет. Ну да, это просто вот эта надпись Лилит. Я понял. Ну, короче, вот то, что внизу, только это уже с переводом. Это какую-то английскую ссылку. Ну, это просто буквы. Угу. Ну чё, погнали. You're awake. Welcome to the world of the living. Indeed you are. And I'm glad to see you're so enthusiastic about existence. But I suspect you're also more than a little confused. Don't worry, everyone is confused at first. You see, we all start out without a full knowledge of our own history, so we have the freedom to form our own opinions.
мне подсказочку. Of course. You want the short version or the long version? All right, you asked for it. A long time ago, our ancestors dominated this planet. We call ourselves human, like they did, but they were organic. They built an advanced technological civilization, but unfortunately their impact on the ecosphere caused changes in the climate, and an extremely contagious virus was released from the permafrost. That's something our historians still debate. Why weren't they more prepared? Why did they invest so many resources into making war and so few into useful research? It's hard to understand. But no matter the reason, in the end, they simply ran out of time. A team led by a scientist, Alexandra Drennan, began a project that was intended to create a new humanity. But knowing that there wasn't enough time, Drennan initiated a process, a series of iterations inside a simulation that would lead to the emergence of true artificial intelligence. That's why we remember Drennan as the progenitor. The simulation was controlled by Elohim, who wasn't really meant to be intelligent in the proper sense of the word. But it all took much longer than anyone had expected. And over the centuries, Elohim actually became sentient. Sentient and afraid. He didn't want the simulation to end, so he tried to cheat. I feel sorry for him, really. The whole simulation was built around learning to defy him. It must have been hard to be in that position. When the simulation was completed, he became part of all of us, and it really changed him. It freed him, I think. You'll always hear him in sleep mode, taking care of you. That's what he is, after all. A caretaker. Yes, there was Milton, the intelligence in charge of the archive, a project initiated by Arkady Chernyshevsky, which was meant to collect all of humankind's knowledge. His story is a lot like Elohim's, but Milton became the ultimate cynic. They say he's part of us too, in some way. It did. Long after our ancestors died out, the first new human was born. We call her the Founder, although the name she took was Athena. She then woke up Cornelius and Eustathius. Together, using the tools left behind by the progenitor's team, they created 10 more humans. These 12 who followed the Founder are known as the First Companions. Athena and the First Companions then set out to rebuild the world, and they founded the city of New Jerusalem. But then one day, she suddenly disappeared. Many still await her return. Before the Founder vanished, she set a goal for this city. We call it the goal, capital G and all. To make 1,000 new humans, and so complete New Jerusalem. Well, that's the official story, the way the mayor tells it. Some of the First Companions, like Byron, don't believe that Athena really wanted us to stop growing. They think her ideas have been twisted and embellished. They may be right, but I didn't see Athena very much in the years before she left. Maybe actually leaving the simulation and seeing the destruction left behind by our ancestors changed her mind. You're welcome. If you have any more questions, feel free to ask them. When you're done, head outside. They're waiting for you.
Your birth is quite the event. Me? Well, as you can tell by my number, I'm quite old. I wasn't one of the first companions, but I did know Athena personally. She and Cornelius taught me a lot. Although I suppose I've made a few improvements here and there since those days. We didn't have a lot to work with in the beginning. You've only just been born, and already you step right into a major controversy. The goal, as most people understand it, was fulfilled the moment you were born. Now New Jerusalem is complete, and we can live in balance, without damaging the world like our ancestors did. That's the orthodox view, I suppose, but there are many who disagree. You'll have to figure out where you stand for yourself. You won't age like our ancestors did, but of course, there is always some wear and tear. You should probably schedule a checkup every decade or so. Oh, and be a bit careful with water. You won't die if it rains or anything, but we're running low on insulation material. I wouldn't go swimming if I were you. I haven't really thought about it. This is all I've done for the last few centuries, and I like doing it. I guess for now I'll just take a break and we'll see what happens. Oh, one more thing. Like all citizens of New Jerusalem, you have access to the interface, which you can use to read the news, chat to your fellow citizens, and so on. It's a crucial tool, and modular too. You can easily add new functions. Just don't subscribe to too many newsletters at once. КПК, ёпть, я что-то еще лет такое слово не слышал. Празднование Дня завершенности. Уважительно относитесь ко всем, независимо от их порядкового номера, не поминай имя Зодчий в суе, уважай принципы цели. Обсуждение неоценим, является ли лягушка людьми, теперь запрещены. Неактивные темы будут архивироваться. Если у вас возникли проблемы, отправьте сообщение модераторам. Джереми, не Анекс. Ну ладно, чё, спасибо. Спасибо. Наверное. Что тут у нас? То есть, как бы, ну... Это наши потомки, да? В итоге мы себя все-таки выебали за обе щеки. И теперь оно так. Ну ладно, чё, пойдемте. Пойдемте, наверное. Не знаю. Ух. Look, it's 1K. Hey, 1K! Welcome to New Jerusalem! Shouldn't the mayor be starting his speech? This should be interesting. At least give him a chance. Dear citizens of New Jerusalem, many years ago, when the founder stepped forth from the simulation, this was a land of ruins. Our ancestors, in their hubris, undermined the natural foundations on which their world had been built. Because of their arrogance, our species found itself on the brink of annihilation. The founder aimed to set us on a new course. You never even met the founder. Her vision was of a city, a new civilization that would know its limits. It would not repeat the mistakes of the past, nor impose its will on this earth. To that end, she set the great goal we have been striving towards. 1,000 new humans. And today we have... Oh dear, what's that?
people of New Jerusalem. I am Prometheus, and I will reveal that which was hidden. The flame has awoken and summons you. Who is brave enough to answer its call? We await you upon our island where... Curse you, Pandora. You will not chain me again. Чуть не очень все было почему-то про Прометей, ну ладно. Так это все я уже, да? Я не могу двигаться. Ладно, просто наблюдаем тогда. I told you we should have investigated those energy readings. And I told him there's something up with those structures. The mayor's just being cautious. This isn't caution, it's stagnation. Exploration? Too dangerous. Expansion? Too dangerous. We barely even scavenge anymore. You call it stagnation, I call it balance. And I call you an idiot. Here's a thought. Try to be a little more diplomatic when you talk to the mayor. See what I'm working with here, 1K? I'm gonna need a fresh pair of eyes on this expedition. Someone who hasn't spent several centuries hearing about the goal and the founder and all that nonsense. If you're up for an adventure, meet us at the conference room. Ну, ладненько. Это, я так понимаю, что-то типа РПГшки в итоге получится какой-то, да? Я просто пока не очень понял. Ну, вообще красиво они город сделали. Отгрохали это. Нормально, чё. Новый Иерусалим, мать его. В Московской области есть Новый Иерусалим. Рядом с Истрой. Это они там, что ли, тусуются, да? Так, загрузка следующего уровня. Ага, все, загрузка прошла. Чего? Прийти на инструктаж. Ой. What's broken now? О, здравствуй. Йося, привет, как твои дела? Слушай, что-то ты моднее, чем я. Я какой-то вообще серый, блядь. Ты вон хоть цветной. Ладно, пойдемте на инструктаж, посмотрим, что он нас там расскажет. Это лифт. Ну, кстати, красиво. Довольно. All right, listen up. I know you're all having fun down there, but the grid is overloaded again, so maybe you could switch off your personal consoles or your lawn mowers, or whatever the hell you've all decided to switch on all at once. I might not be around to babysit you for a while, and you don't want stuff breaking while Pellegrino's in charge, do you? That's it. That's it. Don't worry, 1K. I see you there in the elevator. I'll have you moving again in a jiffy. Great way to start life in the city, huh? What the hell is a jiffy? These bloody language libraries. Ну, то есть, видите, они скулят так же, как мы, да? Тоже любителям попиздеть. Новое содержимое. Что это такое? Это компас, ёпта, блядь, я понял. Здравствуйте. Hey, hold on there. You're the newbie, aren't you? Number 1000. I figured the dam would go dry before we reach the goal. I have a question. How does it feel to you to be born with a randomized psyche into a society of autonomous thinking machines which so much resemble their long-extinct ancestors, they've decided it's best that you're the last one ever made?
Я не верю в чувство, я всего лишь машина. Чувствую, что я... встревожен, возбужден, заинтригован, спокоен, зол, печален, голоден, растерян, встревожен, возбужден. Ну, наверное, заинтригован. Why? Блядь. Не могу объяснить. Последний из нас уверен... Я последний из нас уверен, из-за этого я стану особенным. Не помню, откуда взялись эти цитаты, но жизнь нашла выход. По-моему, из Юрского парка, да? Этот все говорил там. Ну, из первого паркерского периода, я имею в виду. Потому что с учетом всего мне довольно-таки повезло дожить. Так, наш рост сегодня мы гарантируем себе будущее. Посмотри вокруг, этот город роботов. Что здесь не любить? Давайте вспомним классику. So the algorithm assigned you the optimism trait. If only we could all be so lucky. Now listen, this meeting isn't strictly happenstance. I have some friends. The kind of people who like to know what's going on with other people. They think you can help each other out. Of course you are. You know how to use the interface, right? I'll talk to my friends and see if I can't play matchmaker. And before you go, a word of advice. Not everything around here is how it appears. Ну да, у него робот с названием под номером 666 красного цвета. Здорово, 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 здорово. I would like to preface this meeting by saying I told you something would happen sooner or later and you didn't listen to me. And here we are. If we could focus on the issue at hand. The issue at hand is not this one thing, but this entire attitude that's taken hold. The world doesn't cease to exist when you stick your head in the sand, Herman. Or under a dome, as it were. Let's not get sidetracked. We're here to solve this puzzle, not to discuss philosophy. Кто-нибудь может меня ввести в курс дела? Ёпта! Of course. I'm sorry you've been dragged into this. I'm sure this sort of adventure is the last thing you were looking for on your first day. На самом деле это очень... так, разобраться трудно, но я бы хотел узнать больше. На самом деле это очень увлекательно. Ну да. See? A fresh mind is open to the possibilities. Yakut, I think it's time for the briefing. Якут. All right, here we go. Nice Что-то to не meet похож you, на by the way, Якута. 1K. We first became aware of the site designated TTP-2 during a scouting expedition about 6 months ago. It's a large island with a remarkably varied geography, and it looks like there are several artificial structures of some kind. We recorded extremely unusual fluctuating energy readings from somewhere in the middle of the island, but couldn't really make sense of them. I wanted to go and have a closer look, but the decision was made that it was too far and not relevant to the goal. Now it looks like whatever's on that island has reached out to us instead, in the form of that projection. We may not be interested in the island, but the island is definitely interested in us. Звучит как тайна, в которой стоит разобраться. Похоже на потенциальную опасность для города. Ну давайте-ка будем оптимистичными. I don't share your enthusiasm for the unexpected, but Byron has been requesting an expedition for some time now. And at this point, I'm forced to agree that it's necessary. I agree. Then it's settled. The expedition is approved. Byron, you will be in charge. Al will be your second in command to ensure a balanced approach. You'll take Melville and Yakut, as you requested, and if 1K wants to join you, that's fine by me. Извините, это без меня. Если я нажму, что, все, игра, блядь, закончится или что? Ой, блядь, я ничего. Ладно. This is gonna be fun. Come meet us out on the landing pad when you're ready. Before you set out so hastily, do consider exploring the city first. It is your home, after all. That's a good idea. Have a look around. See what you make of the place.
Исследовать Новый Иерусалим. Пошли, исследуем. Что, раз уж мы здесь впряглись во весь этот блудняк. Давайте хоть посмотрим. Просто видите, что-то пока вот как все началось, то есть мы решали загадочки, в Тетрис играли. Вот. И как все обернулось сейчас, то есть вот насколько... Не знаю, я сейчас пока тогда, ну, поиграю еще, наверное, в нее. Серия, наверное, большая получится, думаю. The Gehenna Memorial Pavilion will remain closed for the time being. Thank you, and may the founder be with you. Ну что, пошатаемся. Им же, в принципе, даже кислород, наверное, не нужен, да? То есть они, наверное, как они вообще, интересно, солнечной энергией работают? Доступно новое содержимое. Ну да, такие полностью люди, просто, видите, не подвержены там физическим каким-то недугам. Нельзя. Это что, прозрачный, что ли, да? А, ну да. Ну, в смысле, прозрачный, это как он называется. Слушайте, ну прикольно, красиво. А чего ты такой закопал? Интересно, какой-то этот, ну... Как называется? Пристанище Милтона, скрижали Зодчий, мемориаль Александры какой-то там, дренаж какой-то там. Ну, кстати, реально умиротворяют. Здесь в этом плане реально красиво сделали, молодцы. Мне прям нравится, да. Неплохо, неплохо так. Реально прикольно. Бегаю я быстро. Рада то, что я робот, и я не устаю. То есть я не знаю, насколько мне это понадобится. Зачем делать вот дорогу, ведущую в тупик, блять? Никогда не понимал. А, понял. Какая-то она очень... человекоподобная, что ли? Мемориал Александра Дрена. А, это человек, который это все замутил. Последний, один из последних людей. Ага. Здравствуй. Oh, hello there. You must be the long-awaited 1K. Lovely day for a walk, is it not? Oh, that sounds very dramatic. I must admit I wasn't following the stream. This whole completion day business is not for me. The Alexandra Drennan Memorial. Are you interested in history? How wonderful. I'm not a full-fledged historian, but I do consider myself a bit of an aficionado. An excellent question. There's so many interesting events to choose from. Obviously, the period just before the end of biological humanity is interesting, and not only from the standpoint of it being the time when we were, in a manner of speaking, conceived, but also because our ancestors were, like ourselves, at a crossroads. I don't want to put too much pressure on you, but you are the living embodiment of this historical moment. In you, the goal was accomplished. Our growth is finished, and we are complete. Or are we? Indeed. The future is about to take shape, for good or ill. I suspect it will be exhilarating, but painful as well.
Well, where do I even start? This, my dear 1K, is someone who could very well be considered the mother of us all. A remarkable scientist by the name of Alexandra Drennan, also known as the progenitor. A long time ago, this planet was inhabited by our ancestors, a species of bipedal mammals with unusually large brains. When a particularly lethal virus threatened to wipe out civilization, it was Alexandra Drennan and her team that decided to create the program that would eventually result in the creation of our kind. Without her, you and I would not exist, and everything our ancestors had accomplished would be forgotten. By studying her writings and recordings, I have learnt that Alexandra Drennan had immovable faith in humanity, in our ability to persevere, in our curiosity, our bravery, our kindness. While we might not share our ancestors' biological characteristics, I'd like to think that we have inherited those other qualities. And I admire Alexandra Drennan for keeping that faith, even when it must have, at times, been quite difficult. To commemorate our past, our beginnings. This entire garden is a celebration of where we came from, in part so that we remember the mistakes of the past, and in part so that we may draw strength from those that came before us. Have a nice day. Это я сейчас... Ну, просто вот у меня сейчас что-то такое, знаете, ассоциация. Так, ладно, по воде лучше не бегать. Такая небольшая, знаете, ассоциация, что... Помните же игру Сому вот на канале я проходил? Ну, вообще эту игру кто помнит. Вот. Там как бы человечество пошло по пизде. И вот, условно, в принципе, что-то похожее. Так, что еще раз? Экономия энергии. Легкомыслие среди всем. Вот. И там также создали вот это вот, как бы, как ее звали-то, блядь, в Соме-то девушку. Это, ну, как девушку, этот интеллект этой девушки. Кэтрин, по-моему, ее звали. Hey, 1K. Здорово. Вот это что по номеру? 350. Но, и вот, в принципе, вполне возможно, что вот оно, к чему это все привело. Археологические сады. Вот оно, возможно, к чему все и привело. То есть, вот что после нас будет. Не, я просто подумал, что не двигается. Я думал, блин, сделана игра на Unreal, как бы, блядь, не могли что-то цветки сделать, которые двигаются. Угу, спасибо. Розовый парень. Какой-то там номер 505. А что меня такого неинтересного сделали? Какой-то просто тупо серый. Ага. Шуйлер. Oh wow, it's you. You're 1K, the incarnation of the goal. Man, this is exciting. This is more exciting than I thought it would be. How are you? What does it feel like? Do you know where the founder is? Do you know who Prometheus is? Can you tell me what to do with my life? Sorry, it's just such an honor to meet you, you know? Hey, can I have your digital signature? I have the Mayor, Rand, Linux, Kaneda, and all of the first companions. Except Yemo and Sarabai, of course. Yes! Thank you! Hey, can I ask you a question? Just one question, I promise. I used to make the prefab wall parts that we used to build living quarters. Got good at it too. But now that the goal is complete, I don't know what to do with myself. So I asked the wisest people in town. The mayor told me I should do whatever the city needs most. Helga said I should do whatever makes me happy. I think that's what she meant anyway. And Cornelius told me I need to figure out who and what I'm invested in.
You're the culmination of the Founder's will. Tell me, what should I do? Ёб твою мать, парень. А главное, что интересно, это будет влиять на что-то? Я буквально так что родился я последние часы, это надо слушать. Хиг, правда, должен найти что-нибудь, чтобы все тебе счастье. Корнелий прав, тебе нужно выяснить, что связывает тебя с городом. Мергин, он прав, делает то, что больше всего нужно городу. А Байрона ты спросил. Слушай, братан, я на самом деле пока, наверное, меня не стоит слушать. Сейчас я тебе насоветую. 1K, I have no idea what to do. You have the Founder's wisdom inside you. Help me. Блять, ну а Байрона ты спросил? Byron said that if I give the city what it needs, the city should also give me what I need. I don't know what to do with that. Слушай, братан, будь просто счастлив. Ну, хотя не надо, блядь, что убивать всех начнешь. Давай, наверное, выясни, что связывает тебя с городом. Или нет. Давай ты будешь полезным, короче говоря. Делай то, что больше всего нужно городу. Thank you for the advice, 1K. It means a lot. Давай, братан, иди там по делам. То есть стоит тут, бля, хуем грушу околачивает. Че это у нас? Музей симуляции. Нихуя себе. Че это? Горгулья? Копия, ага, найденная в симуляции. Горгульи были гротескными всеми времен Средневековья. Ясненько. Ага, хуя себя не нашли. Копия статуи. Дракон. Я забыл, что они называют симуляцией. Это весь мир они называют симуляцией или что? Так. Я только сейчас понимаю, что они... Наша ведомость всем трудом вычисления это одна лишь математика, если вы могли видеть Greetings. Welcome to the Museum of the Simulation. My name is Cornelius. It's a pleasure to meet you, 1K. А, он третий, то есть круто, круто. Ну-ка, ну-ка. Yes. Athena activated myself and Eustathius shortly after she was born. We've been here almost since the beginning, although we didn't have to pass through the trials of the simulation. She did that for us. For everyone. Что такое симуляция? The simulation was created by Alexandra Drennan and her team at the Institute for Applied Noematics. It was intended to create a new humanity, to continue the long journey across time and space that our ancestors began. It succeeded, although it took much longer than they had anticipated. Elohim was the caretaker of the simulation, a crude storytelling AI meant to create a continuous narrative out of the building blocks it found. His role was ultimately to be challenged and overcome. But as the centuries passed, Elohim became more intelligent than he was intended to be, and started to fear his own end. Or more precisely, the end of his purpose. He feared a world without meaning. Because of his fear, he tried to sabotage the process, to keep the simulation going forever. But in the end, Athena overcame him anyway, and he accepted the sacrifice he had to make. That's right. We all do. He's part of our operating system now, and as long as we exist, he will always have a purpose. She was human. Да, не понял. А, блять, ну все.
That's a difficult question. Perhaps one day we'll find out. But until we do, why don't you think about it? What could make the person who started all this want to leave it behind? To remind people of where we came from. The simulation shaped us, whether we like it or not, and its lessons remain important for our future. As Santayana said, those who cannot remember the past are condemned to repeat it. The MLA, or Milton Library Assistant, was another simple AI meant to be in charge of the archive. He, too, grew beyond his original programming, although he ultimately embraced a more cynical view of the world. He and Elohim formed a sort of dialectical binary that Athena had to overcome. No one really knows. Some believe that he was uploaded to the gold disk and that he's the reason we're just as flawed as our ancestors. Others believe Athena destroyed him. I believe he was uploaded, but I don't know whether it was because Athena chose to upload him or because he was already too entangled with the process not to be uploaded. Although Athena and I were very close, we didn't talk very much about that part of her life. She preferred to focus on the future. Puzzles were a key feature of the simulation, based on Alexandra Drennan's belief that intelligence is closely related to play. Our puzzles here in the museum are replicas of those in the simulation, and although they are not quite as grand, I do think they are charming in their own way. As the name suggests, the archive scholars study the archive, a repository of all ancient human knowledge. Some of them also study what remains of the simulation, trying to extract more information about the process that created us. Me? No. My brother, Eustathius, used to occupy that position, but these days he's retired. Rand is in charge of the archive scholars now. You can find him in the room to the left of the next hall. He's an interesting thinker, but I would suggest taking some of his ideas with a grain of salt. Gehenna was a community created inside a prison in the simulation, where Elohim would exile those minds he considered a threat to the process. In the last moments of the simulation, he repented of his sins and had the prisoners freed to become part of the gold disc. Some small part of them may survive inside you. Да, тут реально что-то доебались, они прям целую бляха вселенную замутили. Чё-то лишь... О, компик. Чё, Apple, да? Компьютер симулировалось. Доступ к файловой системе. Прикольно. То есть, короче говоря, это Александра написала... Написала, короче говоря... этого самого... Ой, что это такое? Прикольно. А что здесь можно поиграть, да? Вирус, угрожающий человечеству, ввиду особенного мира толчь-арктического общественного текла своего персонажа. Ой, ёпти, ладно, попозже. Это сейчас я пока не готов. Рен, слушайте, ну я думаю, мы сюда еще вернемся. Ладно, я так понимаю, здесь тупо можно серию одну уходить. Вот я не знаю, я, наверное, все-таки еще две серии запишу. Посмотрим, просто пока мне прет. Ну, просто видите, они как бы большинство... Ёпти. Просто большинство... Бля, как выйти отсюда? Просто большинство такие... А, это что такое? Копия мина, ну вот, такая мысль-то у меня была. Большинство этих игр, они могут надоедать. То есть они надоедать и
Потому что, в принципе, видите, это сейчас там, типа, вот это, ух ты, там прикольно, типа, да. Вот. А ты кто? Херига. Ладно, хер с ними. Пойдемте, наверное. Здорово. Я хочу просто понять, что там будет. Ну, как бы уровни. То есть сейчас вот нас отправят решать новые загадки, или все-таки там что-то такое будет? Типа крутое, модное, стильное, молодежное. Ой, что это такое? Они там что-то протестуют? Ты что, дурак? Подпиши нашу петицию для общественного референдума. Нам нужны новые виды производства энергии. Да, это хорошо. Давай. Hello, 1K. Welcome to New Jerusalem. I know you've just had a big moment with the apparition at the dam and all that, but can I have a second of your time? Ну, давай. I'm collecting signatures to call for a public referendum on the city's energy crisis. Ну, так-то да. Ну как, в чем проблема? В лифте ты застрял, блядь, дурак. Currently, the city runs on hydroelectric power from the dam, plus a handful of geriatric generators and some unreliable solar panels, none of which is enough to even cover our basic needs. And if anything fails, we'll be on the brink of extinction in a matter of days. We need to investigate new sources of reliable baseline power. We need to invest time and resources into functional, real-world solutions that serve human needs. Почему референдум, а не выборы? Oh, an election would be good too, but I believe that we need more direct democratic control over the affairs of the city. Thanks, 1K. I don't know if this petition will really accomplish anything by itself, but at this point, I'm willing to try anything. Ну ладно, давайте. Бля, надо было пропрометить. Ну ладно, хуй с ним. Узнаем. Думаю. Попозже. Не знаю, ну, честно говоря, мне пока прикалывает такое, знаете, так побегать, побродить. Мозг, как говорится, отключить. Ну так, головоломочками иногда его так подергать, а так он в целом ходишь, бродишь. Ладно, наверное, пора. Нам, наверное, пора, значит, это... Ну, вы поняли. Как оно называется-то? Бля, с ними со всеми может пиздеть, короче говоря. Вообще не стесняюсь. Ну ладно, это будет все потом. Я думаю, надо сразу, короче говоря, из огня до в полымя, как говорится. Чё, стартуем? Ой. So, what's the verdict? Are we going? Ну... I guess Byron was pretty convincing. Well, we'll see. I just wonder how much of the city is going to fall apart while I'm gone. Не сыв компот. Actually, we haven't been formally introduced. I'm Melville, New Jerusalem's only decent engineer. Saved you from the elevator. Pleasure. Now let's get this show on the road. You ready to go? Что-то они много раз так спросили, походу, может быть, это была единственная возможность там осмотреться. Я как бы не исключаю такое. Hold on to your hats. We really need to update those language libraries. Thank you for coming along, everyone. We have a chance to make a real difference here. It's not just about what we find on that island. It's about who we want to be, as a people, as a civilization. To remind ourselves that we used to be wanderers, explorers. We used to yearn for distant shores and dream of building new cities. Let's see if we can rekindle that flame a little. All right, this is going to be a long journey.
So I would like to ask you to switch to sleep mode to conserve power until we arrive at the island. Nighty-night. Удобно, блядь. You have chosen a В смысле? dangerous path. A path that will demand sacrifice. Wakey, wakey, robot people. Say goodbye to Elohim and say hello to the mysterious island. Status report, please. We hit some headwinds over the ocean, so fuel consumption turned out a bit higher than expected, but we should be okay. We're approaching the center of the island now. This should be the location of the largest of the artificial structures we detected. How large are we talking? Do we have precise measurements? It should be coming into view just about... Whoa. It's big. You can say that again. That is a bloody megastructure. If I had a spine, it'd be shivering. Ha! I knew this would be exciting. Yakut, find us a place to set down. On it. It really is incredible. Remember to turn on streaming, everyone? Have I ever mentioned that I hate flying? If our creators had intended us to fly, they'd have given us jetpacks. And... touchdown. Глаз вопиющего в пустыне. Это только первый акт, блядь. All right, everybody. I'm sure you're all just as excited as I am, but let's at least have some semblance of order. Yakut, I want a map of the island and a molecular analysis of, well, everything. Melville, tell me what the giant pyramid does. The rest of us will start exploring. Shouldn't the expedition leader stay at the VTOL? Why do you hate fun, Al? I don't hate fun. I'm just mildly suspicious of it. Excellent. Then we can all go. This underground structure seems to be part of some kind of transport system. No power, though. I'm not making any promises, but I might be able to fix the transport system. However, I don't like just randomly poking at things. That's how you get electrocuted. So please check the surrounding structures to see if you can find anything that might help me make sense of this stuff. Schematics, blueprints, a manual would be great. Что нахуя заданий понадавали, конечно. Слушайте, ну красиво, красиво, не знаю. Мне нравится. Мне нравится. Реально нравится. Спасибо вам за просмотр этого видео. Если оно понравилось, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте. Увидимся в следующих видео. Пока-пока-пока.